Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки и подписки. И кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь. А кто еще лайк не поставил, девочки, обязательно поставьте, так как по новым правилам YouTube один ваш лайк позволяет мое видео увидеть 10 девочкам. Предложите им это видео. Может, им тоже это будет очень важно, нужно в моменте мое видео увидеть, услышать. Может быть, элементарная поддержка кому-то, какую-то минуточку будет именно моя нужда. Да, спасибо. Итак, тема сегодняшнего расклада. Посмотрим сегодня мужчину, да, о чем он думает, но не говорит вам об этом. Да, вот такой молчун. Ходит, что-то думает себе, придумывает о вас, соответственно. Не просто там как добраться до Марса, да, как покорить, уже не знаю, галактику какую-то, а в принципе какие-то мысли у него с вами связаны. Посмотрим, о чем эти мысли, и интересно, почему же он не говорит об этом. Для начала делаю, девочки, пожалуй, его сигнификацию. Вы подумайте об этом мужчине. Вспомните его глазки, улыбку, какой он. Назовите его имя, кто еще не забыл. Походку, тембр голоса. Вспоминаем, какой этот мужчина. Если сейчас резонирует, вы его узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца один вариант. Какой этот мужчина? Так, какой этот мужчина? Наш мужчина прекрасный. Какой ты? Ух ты. Принц. Не дать, не взять. Все люди как люди, а я принц. Ух ты, ё-моё. Принц в окружении огромного количества женщин. Ну, не знаю, тут не буду говорить, что у него гарем. Но, знаете, как любимчик женщин, обласкан женщинами, выбор имеет. Как это мужчины любят повторять. Цветник, да, вокруг. Обращает внимание на женщин. И так интересно, мужчина сам по себе хамелеон. Может быть, с одной женщиной по одному себя вести. Вот, в принципе, наверное, с людьми, с каждым может найти подход к каждому человеку. Тут, если ему нужно, буду галантным, тут я буду каким-то тут мачо, тут я буду еще каким-то, ну, такой. Легко приспособляемый, приспосабливаться может легко. При этом, девочки, ну, давайте посмотрим. Дальше какие-то карты такие интересные. Говорят, что это в принципе он так себя ведет с женщинами. Но тут дальше скрыто за этим, не могу сказать, что он там или глупый, или какой-то поверхностный. Скорее всего, это как маска какая-то, а под ней, за ней какая-то история серьезная скрыта. Почему-то мне так идет по этим картам. В его жизни есть женщина. Ну, была, есть. Скорее всего, с этой женщиной отношения разрушены. Или трансформацию проживают, как это сказать, проходят, да, эти отношения. По ощущениям, как будто бы с этой женщиной, эта женщина небесами ему дана была. Это как его вторая половинка. У кого-то пройдет прямо ощущение, как, знаете, близнецовые пламена, одна душа на двоих. Как будто бы люди вглядывались друг в друга, всматривались и видели какие-то такие черты. Ну, допустим, вот, ну, по моим как ощущениям, вот, допустим, вы смотрите, я там вижу мужчину, я начинаю общаться с ним, и я понимаю, мы на одной волне, настолько на одной волне, что на фоне общения с ним все остальные мужчины просто отходят в тень, меркнут, и ты понимаешь, а вот он понимает там какое-то мое там чувство юмора. Он понимает, о чем я, он понимает там какие-то, может быть, фразы у кого-то из книг, у кого-то из кинофильмов, да, каких-то, из комедий. Но это я вам такой утрированно привожу пример. У кого-то просто элементарно смотрите ценности, какие-то реакции на каких-то людей, на какие-то события настолько схожи, тут повод задуматься, точно. Вот тут такое могло проходить, что, при том, что мужчина привык себя баловать, вот окружать, там, может быть, красивыми женщинами, привык к повышенному мнению, повышенному, как это сказать, вниманию, да, извините, повышенному вниманию к своей особе. Тут 100% такой вот может и в воздухе переобуваться, и вашим, и нашим. Но при этом вот есть женщина,
Ты показал ангел. Ангел так, ангел это ангел. Нет, это он. И он точно не ангел отторжения. Не, он точно не ангел. А она, девочки, может, и была ангелом, но по карте лед сейчас холод. Как будто бы, может быть, женщину достало что-то. Ну, даже я не буду тыкать пальцем. Может быть, поведение мужчины, может, наличие огромного количества женщин вокруг него или в его жизни. Так, я хочу посмотреть хамелеон. Почему он хамелеоном вышел? О чем это? Ну, я думаю, это его описывают, да, описание хамелеон его. Смотрите, карта солнца и звезда, и звезды, и огонь страстный. Девочки, в нем заложена сила неимоверная, харизма. Не знаю, мимо этого человека очень трудно пройти. А если еще он как-то, может, ласково посмотрит, как-то галантно подъедет, как-то, не знаю, в моменте, может, так, не знаю, проявится в отношении к вам. У вас может создаться впечатление: боже мой, я о таких мужчинах не то что там не мечтала, я даже не догадывалась, что такие мужчины есть. Какое-то в нем сочетание вот этих качеств, девочки, по звезде не пустышка, может наделен быть талантами, даже реализован, может быть, знать о том, что он интересен, ему это важно, ему интересно, вот эта подпитка. Первая карта солнца. В любой компании, может быть, заводила, его с ним интересно, веселый, общительный, харизматичный, яркий, очень страстный, карта огонь, где-то от этой страсти от своей страдает. Вообще не привык к отказам, но, скорее всего, с этой женщиной что-то тут пошло не так, потому что карта воительница. Может быть, в принципе, вот их отношения то ли не заладились с самого начала. Очень похоже мне на, правда, кармические партнеры, близнецовые пламена, где человек, может быть, столкнулся тоже, знаете, как вскрылись при коммуникации с женщиной, вскрылись его теневые какие-то программки, потому что тут карта сущность. Как будто бы он на себя посмотрел с другой стороны, с новой стороны. Это была не очень красивая сторона. Это, знаете, когда лишний раз тебе открывают глаза на тебя, и ты до этого думаешь: блин, я такой классный, белый, пушистый, меня тут все рады видеть, я вообще звезда местного там, не знаю, местного пивбара, хотел сказать. Нет, ну тут не буду обесценивать. Тут действительно мужчина интересный. Во всех смыслах интересный. Яркий, харизматичный, сексуальный, привлекательный. Умеет удерживать внимание, умеет быть интересным. Такая прям энергетика сногсшибательная. Правда, он может голову заморочить, тут любой. А тут что-то пошло не так, как будто бы он был не готов к тому, что эта женщина, карта воительница, тут, может быть, ну, нестандартно как-то себя проявляла в отношении него. Может, опять подсветила какие-то нюансы, да, которые он в отношении себя явно не замечал. А может, он с ней так себя вел, как ни с одной женщиной с другой себя не вел. Не в плане хорошо, а наоборот. Как будто бы, может быть, она его даже выбешивать могла, эта женщина, кстати, его своим каким-то где-то, ну, может быть, даже где-то она его приземлила на попу, да, обесценила чуть-чуть, в каком плане, может быть, не была столь доступна, как вот эти вот женщины, или вела себя нестандартно как-то. Ну, не буду тут говорить, кто прав, кто виноват. Если тут карта зеркала, я думаю, что тут эта женщина могла дичь творить. Во всех смыслах, девочки. Потому что тут вполне возможно кто-то кому-то пытался что-то доказать, показать. Мужчина вот показан в отношениях с этой вот женщиной. Тут эмоциональные качели. Как будто надеялся на одно, пока по ему прилетело совсем другое. Он где-то тут подофигевший чуть-чуть. Может, это уязвленное самолюбие. Но тут эгоизм зашкаливает по карте солнца. Он как большой ребенок. Он где-то привык брать, привык
Ну, привык, что ему положено, потому что он звезда. Он солнце и звезда, девочки. Он как будто бы говорит, блин, так я такой классный, в смысле? В смысле? Я такой классный, тут я. Это в мультике, если кошка голубоглазая, ей не будет никогда отказа или что-то из этой серии. Но тут вообще не факт, что он голубоглазый. Тут, в принципе, как будто бы он привык, что все им преклоняются, обожают, с ума сходят по нему. Я такой, я этого заслуживаю, в принципе. Вот как-то так, девочки. Какой-то такой интересный сегодня мужчина пришел. Во всех смыслах. Интересный. О, харизматичный, импозантный. Ладно, давайте посмотрим. Этот товарищ прекрасный. Что он там? О чем он молчит в контексте с вами, да, связано? Что он думает? Думаю о вас, там что-то он думает. И молчит, ничего не говорит. О чем это? О чем он там думает, но молчит? И как это связано с вами? Думает, но молчит. Как связано с вами? Думает, но молчит. Связано как с вами? Так, давайте посмотрим. Эротическую еще не положила. Ну как же без этого? Мы же о вас смотрим. Как он, что он там о вас думает? Или с вами что-то связано? Но молчит. И молчит. Так. Ему приходят сплетни о вас, какие-то сообщения от каких-то женщин, ему сбрасывают эти сплетни, муссируют о вас. При этом вас он видит вот этой же воительницей, женщина, которая с мечом рамки границы выстроила, где-то отрубила, где-то смогла взять свои эмоции под контроль. История о том, что вы, тут карта переход на новый уровень, как минимум поменяли место обитания, сейчас я скажу, сейчас я выговорю, какое-то восприятие мира у вас поменялось, может быть, по-другому на него смотрите, на взаимоотношения между мужчиной и женщиной, свое место в этом мире какое-то у вас поменялось, ну, или же вы стремитесь к этому, в любом случае он видит, что вы стремитесь к улучшению своего и материального, ну, как это правильно сказать, положение, да, вот тут просто финансы. Стремитесь улучшить материальное свое положение, улучшить свою жизнь, сделать более комфортной. Тут как-то так. При этом женщина, которая сейчас, скорее всего, закрывает свое сердечко, женщина, которая больше рационально как-то принимает эти какие-то решения, вообще с холодным сердцем, с холодной головой. Так, женщина, которая вот тут как-то вот это он думает об этом, молчит. Так, пустыня, это у вас выжженная земля. Это у него. Вот так интересно. Пустыня, это выжженная земля, как будто эмоции. Не то, что их нет, но тут как будто бы боль люди друг другу могли причинить и выжгли все дотла. Сердца друг друга, девочки, почему-то так. Вот говорит, что для вас это, вы положила, это карма, это какой-то, ну, урок какой-то. Это как будто бы вы столкнулись с какими-то проявлениями, ну, может, с его стороны, может, обоюдно вы к этому пришли. Ну, в общем, смысл этого всего, что это принесло вам боль, но это научило вас чему-то. И вы как переродились, вы где-то оттолкнулись от этих ощущений и пошли во что-то новое. И тут не в новые отношения, нет. Тут как будто бы с этим знанием, с этим познанием себя, с этим уроком
Вы как будто бы извлекли то, что нужно вам, и пошли дальше в жизнь свою, без него где-то даже. Опять-таки, карма, а на него, что у него тоже выжженная земля, пустыня, у него карта сущность, тут у него очень, у вас как будто бы вы вот этот урок карма, прожили, осознали, приняли, пошли дальше, а у него он и остался где-то в таком состоянии, карта сущность, знаете, как демоны какие-то, одолевают мысли, тут самокопание, тут борьба с собственным эго, с гордыней, нежелание с чем-то смириться, нежелание на эту ситуацию как-то посмотреть по-другому. У него не приходит освобождение. У вас, скорее всего, больно, понятно, но у вас, скорее всего, как будто бы вы уже перелистываете эту страничку и пошли тут вверх. Вот эта карта, вот этот дирижабль поднимается вверх в небо. Это как перерождение, это где-то в классике, как страшный суд, это как принятие этих уроков. Идете уже вверх, по лестнице вверх, да? А у него нет, он остается в этих каких-то негативных эмоциях. Я же говорю, как борьба с самим собой. Тут что-то такое. А для двоих я спросила, что тут как будто бы, если вот на вас на двоих пустыня. А каждый из вас ждет инициативу от другого. Каждый из вас не готов с чем-то таки смириться. Может быть, вы уже даже и не ждете инициативы, но со своей стороны вы точно не собираетесь инициативу какую-то проявлять. Вы как будто бы тоже осознали, что да сфига ли я буду тут что-то вкладываться и прикладывать усилия, если человек тут в каких-то таких энергиях, ничем хорошим для меня это не закончится. Если ему надо, пусть проявляется. А у него тут тоже такое, тоже он говорит, если ей надо, пусть она проявляется. Вообще тут у него сейчас очень нехорошее настроение. Какие-то мысли такие, знаете, в отношении вас. Даже, может быть, злость от того, что у вас, он ощущает, что вы это все отпустили, уже перешли куда-то, переходите. При этом мысли такие, даже я вам хочу сказать, о вас, что он тоже это понимает, он все это, понятно, что вам не скажешь. А на самом деле она сделала все по правосудию, правильно, как будто бы смысла в этих, то ли в отношениях, то ли в каких-то, даже попытках построения, не знаю, то ли коммуникации, общения, да, какого-то. Тут как будто бы смысла не то, что нет, а тут шаг вперед, 3 назад, шаг вперед, 3 назад, как будто бы у кого-то мешало по правосудию не свободен. Вы, или он не свободен. Вот тут как будто бы это тоже мысли такие, что а толку, как будто бы что, если тут есть какое-то, может, третье лицо, третий фактор какой-то, ограничение. И вообще мысли какие-то такие тут идет о вас. Потому что на самом деле она все сделала правильно. Почему? Потому что ей надоела какая-то игра. Игра, несерьезность, в смысле в проявлениях несерьезность. Как будто бы запрос у вас был на один формат отношений, какой-то уровень, да, правосудия. Это же все-таки, девочки, это замужество, это человек берет ответственность, обязанности какие-то есть. Тут серьезное отношение. А вот тут какая-то игра. Вы столкнулись, мне кажется, с какой-то как игрой, вы это расценили. И вы говорите тут, вернее, это его мысли о том, что ей нужна забота, ей нужно внимание. По карте слон ей нужен человек, который мог бы ее защищать, поддерживать, тут даже вкладываться материально. Каждодневно, не просто там как какой-то герой-любовник, или это яркая вспышка, или там страсти какие-то накрывают. А слон это вот каждодневная забота, внимание, я же говорю, когда женщина, как в хорошем смысле, как за каменной стеной. Женщина, когда уверена в завтрашнем дне. Что еще, какие мысли? Что в голове не говорит вам? Не говорит сейчас, подождите, колесница. Это он? Тут как будто бы человек, может быть, сам говорит, не хочу я больше заниматься вот этим, не то что самоедством, а накручиванием. Это колесница тут в Манаре, это карта, где наоборот не движется, а назад все, как кинопленка прокручивает прошлое. Он говорит, меня достало вот это вот уже прокручивание вот этого прошлого, я отторжение, я не хочу больше этим заниматься.
говорит, это тупик, это ни к чему не приводит. Ему хотелось бы верить, что вы в нем нуждаетесь все равно, что вы тоже его вспоминаете. Но он говорит, карта безденежья, тут в плане говорит, типа человек надеется, что вы в нем нуждаетесь, именно в нем. Ну, вот как будто бы, вот, да, вот. Это то, о чем я говорила, что на фоне других мужчин он принц, да, а другие на его фоне меркнут. Как будто бы, но при этом он говорит, что она, может быть, меня вспоминает, но при этом она сохраняет обиду какую-то. Тут какая-то принцесса, видите, такая обижена, губы надула. Красивая, обалденная, но обижена на него. Вот вспоминает что-то из прошлого и эту обиду несет. Но при этом, при всем, есть ощущение того, что отторжение, что может быть даже, тут я на двоих спросила это отторжение, как будто бы вы тоже можете типа показывать, нафиг ты мне нужен, ничего хорошего я тебя не жду, и проявляться я к тебе точно не собираюсь. Но мысли у него такие еще, карта штор, вау, цикличность. Знаете еще какие мысли? Мысли такие, что вы сейчас пытаетесь взять управление собственной жизнью в собственные руки, да, не перекладывать ответственность, может, чему-то там стремитесь, что-то новое, какие-то цели, планы у вас, какие-то переходите от каких-то фантазий, да, вот каким-то конкретным планом. Тут как будто бы женщина, вот даже из состояния этой обиды, где-то ему так кажется, из состояния такого вот, как она себя накручивала. Сейчас вот, сейчас наоборот, она не прикладывает ответственность, она за это не хватается. Она наоборот, как будто сейчас хотела бы вот реализоваться, может быть, там построить кто бизнес, там карьеру, у кого-то. Тут нет такого подтекста, что любовно. Он все равно себя считает, он себя надеется, что вы его, фиг вы его забудете, и по сравнению же, говорю, с другими какими-то типом, не знаю, какими-то объектами, он вообще на коне, и он лучше всех, вот как-то так, что вы его все равно выделяете и помните, и вспоминаете, хоть и обижены на него. Но тут такие еще мысли, знаете, что ну, время пройдет, время покажет. Может быть, еще у нас вместе и сведет судьба. Вот как-то так. Может, этот цикл какой-то прокрутится, может быть, она перестанет обижаться, может быть, что-то изменится, может, нас как сведет что-то вместе. Да, тут же вы, может быть, вместе еще. Ну, может быть, даже этот огонь, который он дремлет где-то, он говорит, это выжженная земля, мы сердце друг другу спалили, сожгли все дотла. Но, с другой стороны, может быть, время пройдет, и опять эта страсть, типа, ну, мы воспеваем этой страстью, да. Ну да, у нас, может быть, еще что-то сложится, карта мостик. Вот на основе вот этой вот страсти, этих каких-то огней, огонь разгорится, и у нас еще все может быть. Как будто бы никто ни в чем не может быть уверен. Ну, кто знает, как оно получится. Вот время пройдет, время покажет. Нас еще может, вполне возможно, нам судьба сведет. О, тут даже такой подтекст девочки. Ну ладно, больше тоже не буду выкладывать. Это пошла уже эта корона у него на голове. Он говорит, я знаю, она сейчас там карта сад, социум, общение, она с кем-то пообщается. Она, может быть, увидит, что она не найдет то, чего она хотела бы, к чему она стремится. Для нее это будет болезненно, это общение. Ну и, может быть, она созреет, и у нас потом еще что-то и может сложиться. Как будто бы вы еще там обожжетесь. Правильно вы говорила, ну в общем, как будто бы вы где-то посравниваете, походите, карта сад, социум. Может, для вас, вот, как-то он говорит, это болезненно, для нее еще будет это общение, сравнение, вот как-то так. Может быть, это часть реализация какая-то ваша. Да, тут вплоть до того, что у вас будут душевные муки, вы будете страдать по нему. Ты хочешь сказать, а ты не подофиел? Нет, это вообще корона на голове. Да нет, смотрите, просто, значит, она мне идеально подходит вот, в плане секса, у меня влечение к ней. Может, нас вот эта страсть вместе и сведет опять. Ладно, девочки. Ой, давайте на этом закончим. Красивая карта очень. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо за то, что вы со мной. До новых встреч.